Всем привет! Вы на моем канале Вернита Вязание. И сегодня мы с вами свяжем вот такие вот замечательные теплые перчатки, мягкие и пушистые. Но прежде чем приступить к вязанию, я хочу вас поблагодарить за то, что вы у меня есть, что подписываетесь, что пишете замечательные комментарии. В декабре будет ровно 2 года моему каналу, и вас уже больше 20 тысяч, что не может не радовать и заставляет меня двигаться только вперед и придумать для вас новые ролики. А так как этот мастер-класс выйдет в декабре, то я спешу вас поздравить с приближением самого радостного, доброго, волшебного праздника Нового года. Пусть этот год станет чередой счастливых, радостных дней, наполненных любовью, добром и верой в лучшее. Ну а теперь приступим к вязанию. Для вязания перчаток я буду использовать пряжу пух норки в 50 граммах 350 метров. Вязать я буду в одну нить и плюс одна дополнительная. Также нам понадобятся чулочные спицы 2 мм. Вы можете выбрать другой вид пряжи, но смотрите, чтобы метраж совпадал. А также я буду вязать данные перчатки на обхват ладони 18 см. Приступим к вязанию. Отматываем нить и на 4 спицы набираем 64 петли и распределяем на каждую спицу по 16 петель. И на последнюю в конце еще добавляем петлю для замыкания в круг. Итак, набираем, отмотаем ниточку и набираем на первую спицу 16. Раз, два, три, 4. Набрали, подставляем вторую и также набираем 16 петель. Также подставляем третью спицу и снова набираем. Подставляем теперь четвертую и на нее набираем уже 17 петель. Все, мы набрали нужное нам количество петель и в конце делаем узелок. Лишнюю ниточку отрезаем. Далее нам нужно соединить наше вязание в круг. Для этого правые спицы снимаем петлю с левой спицы и переносим на правую. Далее мы эту петлю протягиваем через петлю на правой спице и снимаем. Вот так должно получиться. И возвращаем снова на левую спицу. Все, так мы соединили наше вязание в круг. Теперь берем пятую спицу и будем вязать с вами манжету по такой схеме. Провязываем сначала 6 лицевых, потом 2 изнаночных и чередуем 6 лицевых, 2 изнаночных до конца ряда. Итак, провязываем первые 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее 2 изнаночные. 1, 2. И снова 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 2 изнаночные. 1,
и 2. Переходим на вторую спицу и повторяем до конца ряда. Я довязала ряд до конца, и по такому принципу продолжаем вязать манжету по кругу. Я буду вязать до запястья 13 сантиметров. Вы можете выбрать свою длину. Итак, 13 сантиметров манжеты я связала. Постарайтесь последний ряд провязать чуть слабее, либо провязать его спицами на размер больше, чтобы в следующем ряду, где мы будем делать перехлест полосок, у нас не было сильно стянуто. Далее приступим к вязанию ряда, где будем перекрещивать наши полосы. Для этого нам понадобится одна дополнительная спица. Перекрещивать мы будем в 3 местах: с боков и на передней части. Итак, сначала мы провязываем 6 лицевых и 2 изнаночные. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 2 изнаночные. Эту полосу мы не трогаем. Далее берем дополнительную спицу и приснимаем 6 лицевых на данную спицу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На этой спице у нас остались 2 изнаночные. Они так и должны у нас остаться посередине. Мы их за работу убираем. Возвращаемся к первой спице и к спице, где у нас вот эта полоска. И провязываем 6 лицевых. То есть это перед работой. И вяжем. Вяжем не туго. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь мы возвращаем наши изнаночные 2 петли на левую спицу. Переносим 1, 2. Выводим их спереди и провязываем их изнаночными. Вот этой уже спицы провязываем. 1 и 2. Теперь мы переходим к петлям, которые у нас были сняты на дополнительную спицу. Перекрещиваем вот так вот и провязываем 6 лицевых. Все, вот такое у нас получилось перекрещивание. Далее мы этой же спицей дополнительно убираем. Этой же спицей провязываем 2 изнаночные. 1 и 2. Переходим теперь к центральным полоскам и делаем все то же самое. Переснимаем 6 лицевых на дополнительную спицу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Оставляем их перед работой. Так, изнаночные идут у нас за работу. Вводим их за работу. Берем эту же спицу, которую и вязали. И теперь провязываем 6 петель второй полоски лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее берем наши изнаночные, переснимаем на левую спицу также. Все то же самое, как и с первыми полосами делаем. Выводим их сюда перед работой и провязываем 2 изнаночные. Раз,
2. Теперь этой же спицы мы будем провязывать петли лицевыми с дополнительной спицей. Снова мы перекрестили и вяжем лицевыми петли с дополнительной спицы. 6 петель. Вот такие 2 перекрещивания у нас уже получились. Далее провязываем 2 изнаночные и переходим к следующим 2 полоскам и делаем 3 перекрещивание точно так же. Я сделала 3 перекрещивание и довязываем последние 2 изнаночные и 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и еще 2 изнаночные. 1, 2. Все, мы довязали до конца ряда. Вот такие 3 перекрещивания у нас получились. Далее нужно провязать 3 ряда по рисунку, как мы и вязали. То есть мы продолжаем вязать 6 лицевых, 2 изнаночных и чередуем. После того, как провяжете 3 ряда, следующий ряд начнем вывязывать палец. В зависимости от того, на какую руку вы вяжете перчатку, прибавки будут делаться либо с правой стороны, либо с левой стороны в первом перекрещивании, либо в третьем. Это у нас центральное. Так как я буду вязать перчатку на правую руку, то прибавки я буду делать с левой стороны в третьем перекрещивании. Когда будете вязать на левую, все те же самые прибавки, только вот с другой стороны. Итак, вот я перешла к третьему перекрещиванию. Прибавки для большого пальца будем делать следующим образом. Первая прибавка будет после 6 петель лицевых, вторая перед 6 петлями лицевыми. Прибавку нужно будет делать через ряд прибавка и ряд вяжем по узору. Если хотите, для удобства можно повесить маркеры или запомните, что вот первые 6 петель прибавка и перед последними 6 петлями прибавка. Вывязывать узор нужно постепенно, как у нас прибавляются петли. То есть вот мы провязали 2 изнаночные, у нас здесь будет увеличиваться количество петель. Только тогда, когда у нас станет 6 петель лицевых, мы следующие петли будем вязать изнаночным, чтобы у нас сохранялся узор. Сейчас я вам наглядно покажу на уже связанном пальце, как идут у нас прибавки. То есть они вот так вот у нас будут идти с одной стороны и с другой стороны. И постепенно мы вывязываем наш узор по схеме 6 лицевых, 2 изнаночные. Получается, нужно будет провязать 6 лицевых, 2 изнаночные и еще 3 ряда лицевые. Но до этого нам нужно будет сначала провязать 20 рядов до места, где у нас будет перехлест наших полосок. Итак, теперь наглядно вам покажу, как делаем наши прибавки. Итак, вот у нас место, где мы будем прибавлять. Провязываем 6 лицевых. И делаем вот такую петельку и прибавляем. Это первая прибавка. Далее мы вяжем 2 изнаночные. Провязали. И точно так же делаем вторую прибавку перед 6 лицевыми. И дальше провязываем 6 лицевых. И вяжем до конца ряда. И провязываем следующий ряд без прибавок. В следующем ряду мы снова делаем прибавки. Вот я дошла до места, где я буду делать прибавку. Также провязываю 6 лицевых. Все, провязала. И снова делаем прибавку. Все, прибавили. Дальше у нас идет лицевая. 2 изнаночные. 1, 2. Лицевая, и снова перед 6 лицевыми я делаю прибавку и вяжем дальше 6 лицевых. И так до конца ряда провязываем. И по такой схеме продолжаем вязать ряды. Нужно пока связать 13 рядов. Это
Это нужно нам довязать до места, где мы будем делать снова перекрещивание наших полосок, в частности одной по центру нашей перчатки. Когда мы сделаем уже перекрещивание, мы также продолжим вязать ряды и продолжим довязывать наш большой палец. Итак, я провязала 13 рядов и в следующем ряду дошла до центральных двух полосок. Их мы сейчас будем с вами перекрещивать, как мы делали первый раз. Все то же самое. Итак, для этого берем снова дополнительную спицу и первые 6 петель лицевых мы переснимаем на эту дополнительную спицу. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Пересняли и оставляем ее перед работой. Нить выводим спереди. Далее идут у нас 2 изнаночные. Я их пересниму на правую спицу. Раз, два. Следом идут 6 лицевых. Мы берем следующую спицу и вяжем теперь 6 петель лицевыми. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Все, провязали. Далее мы переснимаем наши 2 изнаночные петли с правой спицы на левую. Раз и два. Теперь их нужно будет провязать изнаночными. Берем ту же спицу, которую вязали, и провязываем изнаночными. Раз и вторая, и два. Все, провязали. Теперь петли, которые были на дополнительной спице, переснимаем на левую спицу. Раз, два, 3, 4, 5 и 6. И теперь их провязываем лицевыми. Раз, два, 3, 4, 5 и последняя 6. Все. Вот так вот мы перекрестили снова 2 полоски с вами. Далее мы продолжаем вязать с вами по кругу и также постепенно вывязываем большой палец, пока от первой линии прибавок до второй линии на этой спице не станет 24 петли. И дальше мы с вами встретимся. Итак, я провязала еще 6 рядов, и получается от одной линии прибавок до другой у меня 24 петли. Именно вот чтобы были провязаны последние прибавки. Далее я провязала еще полряда, ниточка у меня вот здесь находится. И вот эти петли, которые у нас идут на большой палец, пока нам не нужны, и их нужно переснять либо на дополнительную нитку, можно на булавку, на что вам удобно. Все, я пересняла 24 петли пальца на такую вот скрепочку. Далее нам нужно будет прибавить 2 петли, сделать 2 прибавки. Вот таким образом. Раз и 2. Так как у нас идет полоска сейчас из 6 лицевых петель, эти 2 прибавки будут у нас 2 изнаночные, и переходим мы на 6 лицевых. То есть таким образом мы восстанавливаем по кругу наш узор. 6 лицевых, 2 изнаночных. То есть вот я прибавила, и теперь мы соединяем и продолжаем вязать 6 лицевых. Также по кругу. И вязать по кругу теперь нужно до начала нашего мизинца. Итак, я довязала до места, где у меня начинается мизинец.
Я провязала 22 ряда, но у вас может быть свое значение в зависимости от вашей ладони. И дальше мы приступим к вывязыванию наших 4 пальцев. Прежде чем приступить к вязанию наших пальцев, я объясню, как будут распределяться петли. На каждый палец я буду выделять по 16 петель. 8 с одной стороны и 8 с другой стороны. И к каждому пальцу будут еще идти дополнительные петли. На мизинец пойдет 2 петли, так как он потоньше, а на остальные пальцы будет уже добавляться по 4 петли. Начнем вязание мы с мизинца. Для этого нужно отложить 6 петель лицевых и по бокам 2 изнаночные с одной стороны. И тут точно так же изнаночные, 6 лицевых, изнаночные. То есть всего вместе 16 петель. На 2 спицы мы откладываем, а остальные петли я пересниму на круговые спицы для удобства. И начнем мы вязать сначала мизинец. А для того, чтобы нам было удобно вязать палец, я петли мизинца распределила по 3 спицам. Теперь нам нужно соединить наше вязание в круг и прибавить 2 петли. Берем 4-ю спицу и делаем прибавку из 2 петель, делая как бы перегородку. То есть вот у меня сторона ладошки, там лицевая сторона. Итак, делаем прибавку из 2 петель. Раз петельку накинули и вторую. И соединяем теперь наше вязание в круг. Желательно сделать это потуже. Вот. И вяжем теперь лицевыми петли мизинца, кроме боковых 2 изнаночных петель. То есть дорожка, где у нас на ребре ладони, она будет сохраняться из изнаночных петель. То есть вот эта дорожка, которая у нас идет, она и пойдет по мизинцу. И так продолжаем вязать по кругу. Нужно связать мизинец до самого конца пальчика. В том месте, где мы прибавили 2 петли, их провязываем лицевыми. Раз и 2. И продолжаем вязать по кругу наш мизинец. Я довязала мизинец до конца. Обратите внимание, он вот так вот должен закрываться. У меня вышло 25 рядов. У вас может быть свое значение. Далее в следующем ряду мы сейчас будем делать убавки. Убавки будем делать в этом ряду каждый раз, провязывая 2 вместе лицевой за передние стенки. 2 вместе лицевой провязали. И следующие 2 вместе лицевой провязали. И так до конца ряда. И теперь отрезаем нашу нить и протягиваем эту нить через оставшиеся петли. Я провязываю их как лицевую и вытягиваем эту нить. Петельку снимаем. И следующую также провязываю как лицевую, петельку снимаю. И так со всеми до самого конца. И последнее, что нам нужно сделать будет, это затянуть эти петли. Туго затягиваем и делаем здесь узелок. Далее мы при помощи крючка ниточку убираем вовнутрь. Вытягиваем ее. Выворачиваем наш пальчик. Все вывернули. И при помощи крючка также эту нить еще раз фиксируем. Вот так вот. Узелком. И на этом этапе отрезаем нашу нить. Все, наш мизинчик готов. Теперь мы приступим к вязанию безымянного пальца. Перед тем, как мы начнем вязать безымянный палец, нам нужно связать несколько рядов полотна, так как у нас на руке мизинец расположен чуть ниже, чем безымянный палец. Я приложила и решила, что буду вязать 2 ряда. Вы смотрите, примеряйте по своей ладошке. Для этого можно переснять опять петли на чулочные спицы или же вязать круговыми, если вы можете, и они такого же размера, то можно ими продолжить.
Далее нужно присоединить нить. Я присоединю со стороны ладошки ее. Вот она уже у меня привязана. И нам нужно мизинчик присоединить к основному полотну. И 2 петли мы сейчас прибавим, которые пойдут у нас на безымянный палец. Вот так вот я вставляю сюда спицу и вытягиваю петельку. Раз. И рядышком. 2. Все. И продолжу вязать по кругу 2 ряда. А потом мы уже перейдем на вывязывание самого пальчика. Итак, я провязала 2 ряда. Теперь берем спицы и отделяем петли для нашего безымянного пальца. Первые 2 мы, которые прибавили, мы их снимаем. Раз, 2. И теперь нам нужно 1 изнаночную, 6 лицевых и 1 изнаночную переснять. Переснимаем. Все, с этой стороны мы пересняли. Переходим на другую сторону. Берем другую спицу и переснимаем. 8 петель, 1 изнаночная, 6 лицевых и еще 1 изнаночная. Все, остальные петли мы откладываем. Для пальца у нас теперь отложено 18 петель. Я сейчас хочу несколько провязать, чтобы мы перешли на 3 спицы. Так, сейчас я провяжу несколько петель. Беру следующую. Провязываю оставшиеся на этой спице. И далее соединяем наше вязание опять в круг. Нам нужно еще добавить 2 петли. Также добавляем, делаем 1 петельку и 2 петельку. И соединяем в круг и дальше вяжем по кругу. Все. Теперь общее количество 20 петель. И так продолжаем вязать наш палец до самого конца, как и мизинец. Я довязал палец до конца. Закрываем его так же, как и мизинец. Сначала провязываем ряд с убавками, а потом утягиваем. И дальше переходим к следующему пальцу. Теперь переходим к другому пальцу. Он вяжется точно так же, как и безымянный. Мы сначала переснимаем на спицу 6 лицевых, 2 изнаночные с одной стороны. И с этой стороны также 8 петель мы переснимаем. Потом присоединяем нить и вывязываем из безымянного пальца 2 петли, так как мы делали с мизинцем. Далее вяжем по кругу и добавляем еще 2 петли к нашему пальцу, чтобы общее количество петель было 20. И продолжаем вязать по кругу, вывязывая палец на нужную длину. Закрываем точно так же. Итак, 3 пальца у меня связано. Переходим теперь к указательному. На спицах у меня 16 петель. И так как указательный тоже должен состоять из 20 петель, нам нужно прибавить 4 петли. Прибавлять мы будем, вытаскивая петли из среднего пальца. Берем спицу. Ниточку я уже присоединила. И вытаскиваем 4 петли. 1, 2, 3, 4. И вяжем по кругу наш палец на нужную нам длину. И не забывайте делать бороздку из 2 изнаночных петель. Она у нас продолжается и переходит в палец, так как мы делали на нашем мизинце. Итак, 4 пальца я связала. Теперь переходим к последнему, 5-му большому. Петли я уже распределила по 3 спицам. Сейчас общее количество 24. Далее нужно будет присоединить вовнутрь нить и поднять 4 петли вот здесь вот по краю.
Всего будет 28 петель. Итак, поднимаем. Раз, два, третья и четвертая. И продолжаем вязать по кругу наш большой палец, соблюдая наш рисунок, где изнаночные мы провязываем изнаночные, где лицевые вяжем лицевыми. Те, которые мы подняли, будут лицевыми. Я связала палец на нужную мне длину, и так как здесь много петель, мы будем его закрывать в 2 этапа. Первый ряд будем делать убавки 1 лицевая, далее 2 вместе лицевой за передние стенки. И чередуем лицевая, 2 вместе лицевой. И так до конца ряда. Я довязала ряд до конца, и в следующем ряду мы снова будем делать убавки, но уже будем делать 2 вместе лицевой и далее 2 вместе лицевой, и так до конца. И потом оставшиеся петли мы переснимаем на нить и утягиваем, как мы делали с другими пальцами. Последний палец большой я довязала, и вот перчатка у нас готова. Вторая вяжется аналогично, только палец будет с другой стороны. Также я вам хочу предложить на заметку, что по данному мастер-классу можно связать вот такую вот митинку. То есть она вяжется точно так же, только там, где пальцы, мы не довязываем до конца и закрываем петли любым удобным способом. И манжетку в этой версии я сделала поменьше. То есть выбирайте себе либо перчатки, либо митинги и вяжите с удовольствием. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока!